Привет, ребята! Кое-что хочу вам рассказать. Я сегодня тут на рыбалке, и заодно прошла тут девушка с колясочкой и спросила, можно ли отсюда рыбу кушать. Можно ли кушать рыбу, которую мы ловим в Буэнос-Айресе? Попробую объяснить. Смотрите, в Буэнос-Айресе проходит река, которая называется Рио-Ла-Плата, вот на которой я сейчас пытаюсь ловить рыбу. Она вот такая большая, эта река. Самая широкая река в мире считается. Можете в Википедии убедиться. На другой стороне Уругвай, это Аргентина. И вот мы часто приходим здесь на набережную городскую половить рыбу. Здесь ловится, в принципе, можно сказать, хорошо. Ну, понятно, день на день не приходится, когда хорошо ловится, когда не очень, но факт не в том. Можно ли тут брать рыбу? Смотрите, именно в Буэнос-Айресе я вам не рекомендовал. Если у вас совсем нету, тогда да, но если есть деньги купить рыбу, лучше купите океанскую рыбу, отсюда не берите. Объясню почему. Есть два типа больших рыб, то есть те, которые живут здесь постоянно, всякие самы, карпы, сабалю, и хавают все время здесь со дна. Это одна тип рыб, и есть рыбы, которые хищники, которые приходят сезонно, то есть летом приходит сюда дорадо, потом симбога спускается, эти охотятся на других рыб, это вторая группа рыб, а зимой это пехерей. Значит, те, которые здесь живут постоянно, я бы вам не рекомендовал брать и кушать, и покупать у других людей эту рыбу. Такие как самы, карпы, которые и сабалю, которые здесь пойманы. Их можно использовать для наживки, для того, чтобы ловить другую рыбу. Вот в основном мы этим и занимаемся. Вот одна удочка вот стоит на хищника, на дорадо заброшенная, и тут голова рыбы бога. А вот вторая удочка в руках, тут же на ту же самую богу я пытаюсь снова поймать богу. Для чего? Для наживки. Берут ли местные эту рыбу? Да, берут. Не все. Большая тут часть вообще не ест рыбы. Приходит порыбачить, поснимать, пофотографировать и выкинуть. Вторая половина, да, берет. С пригородов, которые победнее слои населения, берут, готовят и будут вам доказывать, что ее есть можно и все такое. Грязная здесь ли вода или нет? Нет, как таковая вода здесь не грязная, а то, что вы видите, что она такая мутная, эта вода, это потому, что это Рио-Ла-Плата состоит из двух рек, которые, как бы сливаются в кучу. Одна из них Парана, идет со стороны Бразилии, другая Рио-Уругвай, который тоже идет со стороны Бразилии. И там вверху везде глиняная почва. Вся эта глина смешивается, несет сюда, потому такой цвет воды, а не потому, что она прямо вот грязная, зараженная. Есть маленькое но. Если на той же самой реке Ла-Плата, за городом, там более-менее нормально, то здесь ненормально в чем? Здесь все-таки идут отходы города. Здесь с улиц грязь смывается сюда. И вот эта рыба, которая здесь живет постоянно, такая как карп, сабалё, багры, то есть всякие сомики, все, они жрут эту грязь. И я вам совершенно не рекомендовал потом питаться такой рыбой, которая здесь жрала вот эту городскую грязь. Вы представляете, что это за рыба? Какие, в принципе, скажем так, знаете, как грибы, условно съедобные. То есть какая, можно сказать, условно съедобная рыба, которую можно взять и, попробовать даже ее приготовить здесь. Это рыба-хищник, которая здесь в основном, кого берут чуть ли не массово здесь, это пехерей. Пехерей – это подобие корюшки, которая живет в океане. На нерест по холоду она идет в реки и озера нереститься. И вот здесь начнется сезон ловли пехерея где-то в мае месяца. Ее ловят на живца, ее ловят на маленькую мальку. И вот она охотится. Она шустрая, мясо у нее прозрачное. Она не жрет со дна. И вот пехерей, в принципе, брать можно. Потом дорадо. Дорадо здесь тоже хищник, который сейчас, наверное, будет последняя неделя, как он будет здесь ловиться. Потом будет ловиться только в некоторых местах около теплостанций, где теплая вода останется. Основная масса дорадо уйдет в сторону севера. Для нас это теплые, в сторону экватора, в сторону Бразилии, туда выше по Аргентине. То есть здесь уже почти будет редкость большая. И бога. Вот бога, которую я ловлю сейчас для наживки. Местные берут эту богу для еды. Сейчас вам покажу, к примеру, здесь человека, который он с Венесуэлы, но он все время сюда приходит, ловит много боги, он на ней специализируется и утаскивает на еду.
Может даже и делится со своими, как говорят, друзьями или родственниками. Так что вот вам рассказываю. Мой совет: лучше купить в магазине океанскую рыбу. Но если уж так сильно вас приперло, то берите хотя бы, вот как я сказал, хищника. Так, наживка осталась, еще осталось. Перезакинуть, привяжу, пойду вам покажу. Хищника или богу, пехерей, вот такие рыбы. Не берите те, которые тут живут круглый год. Иначе подхватите какой-то заразы из канализации городской, которая сюда сливается. А еще не рекомендую вам здесь купаться. То есть не думайте, что вы залезете эту воду, покупаетесь, потому что увидите, что местные тут часто купаются. Да, местные, знаете, они на солнце не так сгорают, как наши. А вы, если не привыкли к такой воде, то покупаетесь и потом будете бегать по врачам всяким. Poi покажем. José, ¿puedo filmar tu heladera, Boja? Por ruso, explicando qué es boja. Vos tenés en la heladera boja, ¿no? Sí. Bueno, puedo filmar por ruso, explicando qué es pescado, qué es boja. Bueno, сейчас покажем вам. Я обещал. Вот смотрите, человек берет, вытаскивает. И вот мы покажем, что какие собирает. Приходит с термосом прямо. Вот это вот бога, смотрите, довольно здоровая бога. Тут, кстати, лежит и Эдорадо, ну? И Дорадо есть один, и вот бога, смотрите, вот это бога. Она отличается от сабалю, и эту богу вот люди берут. Это бога. И есть еще, вот тут вот лежит, он там Дорадо хищник, смотрите, кстати. О, bastante lindo Doradito, ¿no? Bueno, gracias, José. ¿Y dejaron de picarme? Sí, ahora dejaron de picar. Так что вот именно по поводу рыбы. А сейчас пойдем, я покажу сабалю, расскажу, чем сабалю отличается. И вот вообще не рекомендую его брать, кроме как на наживку. На наживку он пойдет, чтобы поймать потом богу, чтобы поймать потом дорадо. Дорадо я у нее не стал вытаскивать. Вот там под лавочкой лежит сабаля, которую я поймал для наживки, для ловли хищника. Чем он очень похож. Видите? Вот это сабаля. Он очень похож на этот самый. Так, мурашки на нем, сейчас мы его поднимем. Он еще, видите, у него нет зубов, у него рот как пылесос. Он ничего не кусает, а он засасывает мусор, грязь. У него здесь, честно говоря, не мясо, а такое, как белое сало. Вот на него мы в основном пользуемся для рыбалки. А вот, к примеру, смотрите, а вот бога, на которую мы ловим, как ее мясо выглядит. Ну, то есть, вот некоторые берут на еду и все, вот видите. А сабалё — это вот белое сало, скажем честно. Так что, ну, я не беру ни одну, ни другую домой. Также сейчас я хотел проверить, потому что немножко стаскивало, заодно вытащил. А покажу, как наживляем на хищника аргентинского. Смотрите, вот эта рыба, которую я показывал, которую я использую для наживки. Вот я сейчас подниму. Вот ее голова, вот такой крюк. Видите? Вот такой крючок типа с палец размером. Вот здесь запущенный, вот так вот. И это вот забрасывается на хищника на длинном таком поводке и ловим хищника. Потому я рассказывал, что в основном я использую это для наживки на хищника. Бывает хищник довольно здоровый, то есть, допустим, вот такие вот дорады. Здесь меня в пятницу убежал где-то такой килограмм на 10. Надо на железный поводок и подальше. И привязывать не забываем удочки, если ловим в Буэнос-Айресе, потому что если нормальная поклевка, то удочка улетит моментально через этот забор. Или вставляем, он там есть отверстия такие, или же на байтрунер, чтобы не поломало. Привязываем его. Вот я специальная резинка, которая на мотоциклах груз привязываю. И вешаю колокольчик. Тогда я могу спокойно ходить, даже если ухватит и начнет переворачивать удочку. На байтрунере ее не переломает. Кстати, обратите внимание, сейчас я вам немножко расскажу еще по поводу рыбалки, что вот там вот за камнями стоят лодки. Где-то 4 лодки стоят, да? Видите, рыбацкие. Ловят там рыбу. А дальше, вот смотрите, какая река. Видите, нигде нету никого. А объясню, почему нету, я имею в виду, лодок рыбацких. Не стоят вот здесь рыбаки нигде, а там 4 стоит. Объясню, почему. Вот за этим выступом, который насыпали, потому что здесь делали тир, тир городской. За этим выступом есть такой типа ручей, даже в который сбегается канализация городская. И, в общем, отходные воды всякие, все такое сбрасывается. И вот он там выходит, этот ручей. Это такая речка-вонючка, грубо выражаясь. И вот в этой речке-вонючке
там запах такой. Значит, чего там лодки торчат? Потому что там выходит ручей, в который сбегаются городские, как говорят, отходы, всякие ручьи после дождей, все. Плюс там, по-моему, там клуб стоит на том ручье, который яхты держат, яхты выходят. Соответственно, там, наверное, и туалет сбрасывают, и все. Одним словом, вонючка, речка вонючка. Там есть шлюз. Это шлюз раз в день, когда этот ручей сильно набирается, его открывает, и эта вонючка входит сюда. Периодически, когда река наполняется, вот сейчас река, как бы, это самое, отлив идет. А когда прилив, то с ручья идет даже черное, как мы называем, манча негра, черное пятно такое, оно идет с этого ручья сюда. И за ним лодки плывут. В этом черном пятне живут вот эти сабали. Они собирают и едят все это говно. Вот эти сабали, что я вам показывал, у которых рот как пылесос. А на них охотится, почему мы на них и ловим, дорадо, хищник. Потому эти стоят там, потому что знают, что хищник сейчас крутится вокруг стаи сабалев, которая жрет в этом черном пятне все вот эти отходы. Поняли, да, саму систему? Так что, видите, местные рыбаки, они знают, где стоят. Они не стоят на чистой воде, они стоят около этой вот Г. Пошлите поснимаем, что там поймали. Он звонит, колокольчик, пойдем поснимаем. И вот я вам рассказываю, почему не надо брать сабаля. Так что, если вам кто-то рассказывает, что я тебе сабаля отдам, сам пускай ест свою сабаля, не берите, не слушайте. Вот если Бога зубами, не знаете, как отличить сабалю от Бога, дайте в рот свой палец. Если укусит Бога, если не укусит сабалю. A ver, maestro. A ver, ¿quién? Sí. ¿Está? ¿Está? Ah, sí, pero picaba linda. Una bojita seguro hay. No mucho pique hoy, pero hay. Oh, ahí está saltando. ¿Quién enganchaste? Justo enganchaste esta boya que está ahí. Con la línea perdida enganchaste. А, sí, сабаля. Вот это сабаля он поймал, видите? И зацепился за потерянную, вон там красный этот поплавок, видите, он вытаскивает, зацепил вот. Часто тут же камни цепляет и обрывает. Вот сабаля. Смотрите, меня спрашивают, зачем у вас подсаки такие. Теперь обратите внимание, как поднять, если тут 5 метров высоты, чтобы не порвать губы сабалю. Вот такие подсаки мы используем. Oh, linda sábana. Sí, sí. Una boga grandota sacamos. Una boga grande sacamos. Pero las otras son todas sábanas. Pero vos, ¿dónde tenés ahí? En las jaulas. Ah, bueno, está bien. Ahí las tengo ahí en el agua, las jaulas. Ajá. Se llama la jaula y la... Ah, lo vi de lejos una jaula que bajaste. Claro, ahí las metemos para que queden vivas. Claro, claro. Это вот сабаля. А теперь смотрите, местный народ, как держит рыбу. Sí, сабалю и бога. Вот. Entonces acá lo mantenemos vivo. Mira qué linda jaula. Pesadita, hay que tener músculos para levantar esta. Aparte si va a estar... Solemos llevar llena, hoy no flojo. Ага. Так, ребята, вот смотрите, они будут уносить с собой. Вот это бога здоровая, вот, а вот то сабаля, вот, с пылесосным ротом. А это две боги. Вот эти это нормально. А вот это, ну, они будут брать. Это вот, я что и говорил, если не все люди одинакового достатка, некоторые берут и это. Вот. Так что все. Я вам показал. Вот это сабаля. Сейчас они вот такую железную клетку и опускают, чтобы оно было живым. Я говорю, надо мускулы еще иметь хорошие, чтобы поднимать такую клетку железную, сваренную. Так, в общем, не привязали удочку, удочка увел карп, и они другой удочкой забросили и достали ту удочку, и теперь вытаскивают карпа. Мы идем смотреть.
Периодически я буду говорить на испанском, даже не периодически, а большую часть. Так что хотим посмотреть, что случилось тут с карпом. Buen día. León, ¿cómo andas? A ver. Buen día. ¿Cómo está? A ver, ¿cómo es? Es real, usted pensé que era solamente de internet. Mira qué carpón. ¡Oh, ¡ay, no! Se escapó la carpa, chicos. Se escapó. Se fue. Ребята, что произошло? Прикидываете, да? Сначала, пока я там ходил для вас снимать, ну, говорят, что мои, это, в общем, клевало у меня. Ну да, одной наживки нету. Да, одну наживку съела, пока я ходил. Но это без разницы. Сейчас мы перенаживимся. Я пока буду рассказывать, пока вы посмотрите на рыбаков. Одним словом, прикидывайте, да, карп, непривязанную удочку сначала утащил в воду. А ребята забросили вторую удочку и поймали эту удочку и начали вытаскивать карпа. Засунули, вы видели, в эту подсаку. Я уж поставил камеру так, что думал, что они сейчас ее достанут, потому не направлял на то место, как они конкретно доставляли его. И вот с этой подсаки она чуть-чуть наклонилась. Она не очень большая, карп был здоровый, голова торчала чуть-чуть наружу. И когда она немножечко наклонилась, он с нее выпрыгнул. Выпрыгнул и улетел обратно в воду. Так что карп у нас очень получается хитрый аргентинский карп. Сначала хотел сбежать с удочкой, потом сбежал без удочки. Вот так бывает. У меня тут на вот эту маленькую удочку, которой я сейчас пользуюсь, в пятницу я ловил. И прямо здесь в камнях ловил богу вот эту, а поймался дорадо и такой килограмм на 10. У меня есть видео на испанском языке. Порвал всю снасть и убежал. Ну как снасть, я имею в виду крючки пообрывал, потому что они маленькие и были просто на тонкой леске. Так что теперь это стальной поводок. Теперь сегодня я ловлю здесь на стальном поводочке. Чтобы если здесь зацепит какое-то хорошее дорадо, то у меня он не смог уйти, поломавши все. Видите, какие здесь бывают сюрпризы. Приходим на рыбалку, не забываем, что этот парк бесплатный, что сюда, чтобы прийти порыбачить, никому ничего платить не надо. Это просто бесплатный детский парк на набережной Буэнос-Айреса. Приходим, машина здесь. И таким образом тут стоянка для машин есть. Можно и пешком прийти. Сегодня видел двух девочек, они просто на карте набрали детский парк. Раз и приехали, наверное, на такси и погуляли здесь с колясками. Туалеты здесь существуют. Отдыхать можно. Здесь с 8 открыто до 19 часов. Понедельник закрыто. Ну, может быть такое, что позже открывается, если день совсем уж какой-то там плохой, типа дождь идет, то все может быть и закрыто. Но в основном открыто. И вот здесь наслаждаемся рыбачим. Если у кого-то нет удочки, вы знаете, куда идти, на мой сайт leonpesca.com. Ссылочку оставлю, наверное, в описании. И там покупаете себе удочки, наживки, снасти, вот такие, которыми мы тут ловим. И приходите, развлекаетесь. Видите, здесь в основном рыбаки. Некоторые приходят с семьями, с детьми играют. Так, что-то поклевало. Кто без детей, каждый кто как хочет.